Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Начинаю я с цветового квеста «Животные», просто покажу, что я туда медленно, но продвигаюсь. У меня раскраска то на кухне, то в комнате, так по чуть-чуть. Вот города в этот раз шли быстро. У меня так как-то месяц одна раскраска, месяц другая. Вот. Также немножко покажу, как дело движется в пейзажах. Здесь мы, в животных мы красим вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. А пейзажи мы в этом месяце решили пораскрашивать с Мариной. Канал Марининой раскраски, ссылка тоже будет в конечной заставке. Вот так продвигается, потихоньку раскрашиваю. Но я думаю, что здесь дело будет двигаться довольно-таки быстро, как мне кажется. Вот я скорее даже растягиваю удовольствие. Мне очень нравится тут раскрашивать. И, в принципе, сначала мне показалось, что тут довольно яркие цвета, но сейчас мне уже все нравится. Так. И сейчас я покажу, что буду красить в этом влоге. У меня есть из этой серии еще раскраска «Волшебные миры». Здесь мы с Оксаной красим вместе, но, правда, каждый из нас выбирает, наверное, что захочется, тем более, что у меня раскраска появилась, по-моему, на месяц-полтора раньше, и поэтому я уже здесь некоторые иллюстрации успела раскрасить. Я для себя выбрала, сейчас скажу, 23-ю иллюстрацию, вот такую. Да, раскраска мне так и пришла в таком виде, с «Читай города». Она была в распродаже, но зато довольно дешево, и я, в принципе, рада, что она у меня появилась. Я очень мечтала, долго мечтала о такой раскраске. Вот эта иллюстрация, здесь то ли дракон какой-то, ну что-то такое в этом роде. И я подумала, что здесь много красного. Красный цвет я не очень люблю, как вы знаете, и он у меня медленно расходуется. Поэтому как раз будет очень даже неплохо. Вот там вот это так, самая малость красных оттенков. Поэтому надо их как-то расходовать. Я сейчас подберу фломастеры, потому что здесь я крашу именно фломастерами. Нанесу контур для того, чтобы было удобно раскрашивать на камеру. Ну, сами понимаете, здесь линии такие не очень яркие, но это и хорошо. Но когда красишь на камеру, чтобы было поаккуратнее. Так что не переключайтесь, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я подобрала фломастеры. Здесь у меня Ашан «Каждый день» марка, Ашан с птичкой двусторонние, потом два фломастера Кохенур школьные, вот эти два красных оттенка. Этот фломастер, кстати говоря, тоже Кохенур. Дальше Ашан с птичкой односторонние и Штабила Пауэр. Обожаю эти фломастеры, они классные. Я уже пообводила контур. То, что успею, наверное, надеюсь, что успею раскрасить на камеру. Если я, правда, уложусь в 10 минут, точнее, у меня, если время останется, то, значит, я, наверное, еще пообвожу контур и пораскрашиваю. С обратной стороны вот так вот, я думаю, видно. Протекает, конечно, но это не страшно. Односторонние иллюстрации. Вот. А так все фломастеры, как всегда, хорошо скользят по бумаге, не скатывают ее. Так что процесс будет, как всегда, очень приятным. Начну с номера 1.
Так легко тут раскрашивается. И цвет красивый. И с этой стороны тоже пораскрашиваю. И я по возможности стараюсь равномерно. То там, то там. Хотя в прошлом месяце мне в одной из раскрасок нравилось начать с правой стороны и так как бы полосками такими идти. Но это в цветовом квесте было. Так. Что-то я напутала немножко. Да. Ну ладно. Исправим. Это не критично. Пока раскрашу здесь. Вот этот цвет очень красивый. Он такой насыщенный. Прям нравится. Теперь красный. Тоже, в общем, неплохо. Как-то все фломастеры подобрались. Очень классные. А вот этот цвет, он прям такой редкий, я бы сказала. Очень красивый. Я как-нибудь покажу. У меня в ашановском наборе с птичкой, который односторонний, я только не помню, 50 цветов или 36 цветов, который там такой синий цвет красивый, и он у меня подсыхает. Я обычно не заправляю фломастеры, но, наверное, его я попробую заправить, просто потому что, фломастеров много, вряд ли я сейчас побегу покупать такой набор, а цвет очень красивый. Ну, просто ради одного цвета не побежишь же покупать. Да, цвет просто очень красивый. Так, коричневый. Тоже красивый цвет. И так, сам фломастер хороший. Очень нравится. Да, так удобно. Прорисовал контуры сначала. Здесь, кстати, приятно контуры прорисовывать. В цветовом квесте посложнее и не так интересно. А здесь сам процесс прикалывает. Так, немножко черного. Черный он такой, не совсем черный, серый немного. За кадром я еще пораскрашивала. Процесс, конечно, доставляет огромное удовольствие. Раскраска потрясающая. Вот. Знаете, вот это фломастеры, которые односторонние с птичкой, они такие классные вообще. Просто супер. Надеюсь, получится интересная иллюстрация в конечном итоге. Я бы вообще сейчас села и все разом пораскрашивала, но нет, я оставлю на потом, в течение дня буду потихоньку раскрашивать. Не знаю, мне кажется, если бы сейчас эти раскраски выходили бы, я бы потихоньку по мере их выхода все бы покупала, потому что они, конечно, невероятно крутые. Ну а сейчас я беру раскраску «Удивительные животные». Я здесь уже выбрала для себя иллюстрацию, пока что получается идти по порядку. То есть это не то чтобы для меня какое-то правило, но пока раскрашивается по порядку, я раскрашиваю. И пока вот здесь вот акварель, здесь тоже акварель. Ну, каждый месяц я здесь по одной иллюстрации раскрашиваю. Появилась, это вот как раз март получается, апрель, май. Ну и вот как раз-таки на июнь вот эта иллюстрация, она мне нравится. Но если там я раскрашивала акварелью, то, возможно, здесь я буду красить карандашами. Я пока еще, честно говоря, не решила. Ну, может быть, частично. Может, я сделаю фон, например, акварелью, а может быть, обойдусь сухой пастелью, пока еще как-то так не решила. Я сейчас подберу канцелярию, покажу вам, что я подобрала, и обязательно пораскрашиваю на камеру.
карандаши уже подобрала. Вообще, кто смотрит видео постоянно, наверное, знает, я говорила, что эти карандаши я не буду выбирать для каких-то таких иллюстраций, сюжетных и тому подобное, там, где требуется что-то наслаивать. То есть я их буду использовать в основном для узоров, потому что они плохо и мало наслаиваются друг на друга. Вот. Но я подумала, что на этой иллюстрации особо каких-то наслаиваний и тому подобного не потребуется. Ну, не то, чтобы я буду как-то совсем прям простенько раскрашивать, но так или иначе чего-то грандиозного здесь именно не будет, потому что в любом случае, например, здесь такое вот, как бы небольшое, да, пространство, тут типа как перышки нарисованы, а-ля перышки. Вот. Ну и, конечно, я буду что-то там делать, какие-то переходы, но это будет в минимальном количестве, поэтому вполне можно. Я, в общем, подобрала вот здесь 2 желтых. Ну, вот этот желтый я буду использовать вместе с 2 вот этими зелеными карандашами. Тут вот коричневые, такие вот. Потом что-то могу в процессе добавить, но это по обстоятельствам. Так это я пока первое, что прикинула. Вот, хочется мне все-таки здесь карандашами попробовать, как оно получится. Ну, а там не знаю. Потому что, в принципе, они мягкие, яркие. Вот, но вот их минус то, что они не совсем хорошо друг на друга наслаиваются. А так можно пораскрашивать. Ну и, конечно, я еще думаю, как вот здесь была акварель. И, понятное дело, ничего не протекло, но бумагу-то немножко так повело. Раскраска постояла на полке, бумага выровнялась, но все равно вот когда так дотрагиваешься, есть волны, и не знаю, надеюсь, что все будет хорошо. Но если я пойму, что что-то не так, перейду, конечно же, на акварель. Ладно, в общем, оставайтесь со мной, сейчас буду показывать процесс раскрашивания. Наконец-то начинаю раскраску. Мне прям очень хотелось именно эту картинку раскрасить. Я еще со вчерашнего дня на нее смотрю, прям думаю, хоть садись, начинаю еще видео снимать, но так, удержалась. Но, да, что-то карандаши, все-таки у меня вот уже рука устала. А раскрасила только желтым цветом. Поэтому, да, буду впредь действительно узоры. Просто мне хотелось все-таки им дать еще шанс, но нет. Для узоров будут шикарны, для всего остального нет. Но мне нравится, как они блестят. Но вот я вижу какие-то и проплешины, все равно что-то где-то пропустила. Нужно будет еще все это доделать за кадром обязательно. Немножко темного. И вот такой цвет. Но сами по себе очень хорошие цвета, такие интересные. Здесь немножко темным пройдусь. Но это еще доработается не один раз. Это так, основное. Вот здесь я хочу попробовать, смогу ли я красить как мэджиком, но обычными карандашами. Но вообще, вроде бы получается. Просто у меня мэджики-то еще явно не скоро закончатся. И акварелью я их могу заменить, но хочется попробовать самой карандашами. И где-то вполне можно вот в таких раскрасках, хотя я к ним отношусь очень так серьезно. Считаю, что здесь можно красиво раскрашивать, они обалденные. Вот. Но тем не менее, все равно здесь вот можно, если дерево не реалистичное, вполне можно обойтись и обычными карандашами, вот не мэджиками. И в общем, я смотрю, это получается. Листочки тоже так по-простому. Наслаивать этими карандашами много не получится, поэтому так. Каждого, в общем, один слой.
Сейчас я покажу, что я успела здесь раскрасить. Вот так получилось. Фон буду делать уже чуть-чуть попозже сегодня. Скорее всего, это все-таки будет акварель. Мне бы, конечно, хотелось полностью сделать карандашами в этот раз, но все-таки для фона здесь довольно-таки большое пространство, и мне не нравится фон делать карандашами. Я карандаш для фона использую редко, когда небольшое пространство, но здесь это... Можно, конечно, использовать сухую пастель, но вот я обычно беру растушевку или кисточку. Но опять же, здесь вот желтые звездочки. Попадет, если сухая пастель. Это вроде бы и не страшно, можно что-то подправить, и даже будет прикольно. Ну, не знаю. В общем, я что-то пока думаю между акварелью и пастелью. Но, наверное, будет все же, скорее всего, с большей вероятностью акварель. Вот, а так мне нравится, прикольно. Ну, знаете, так, для разнообразия, потому что здесь вот акварель, это хорошо, в общем. А здесь вроде так все блестит, тоже здорово. Я, кстати говоря, не стала прокладывать здесь листами, но, видимо, придется. Потому что, да, сама по себе акварель никуда не отпечатывается, но вот... Отсюда перепечаталось сюда вот именно сами контуры. Вот я взяла ластик, стерла, никаких проблем, но не хочется как бы так каждый раз это делать. Но вообще мне не нравится прокладывать бумагой все это выглядит, даже если использовать пергамент, все равно как-то хочется, чтобы была раскраска и раскраска, без всяких танцев с бубнами. Удивительно, но мне пока нравится раскрашивать здесь по порядку. И вполне вероятно, что даже несмотря на то, что тут птичка, я, наверное, в следующем месяце здесь раскрашу. Прикольно. Всякие крокодилы, ящерицы тоже моя тема. Ну вот этот разворот я даже не знаю, буду целым разворотом, не буду. И чем я буду красить? Да скорее акварелью. В общем, идет раскраска. В принципе, эти карандаши уже сейчас можно убрать обратно в коробку, что они мне вроде как здесь особо больше не пригодятся. Ну, а разве что можно вот здесь немножечко пройтись более темным карандашом, наверное. Так, чтобы получше смотрелось, но буквально немножко. Вот тут угол. Да, пожалуй, это правильно. Будет сделать. Ну вот, как-то так. Так-то уже в конце я, может быть, еще добавлю черный карандаш, а это надо уже убирать. Я все-таки стараюсь, чтобы на столе был хотя бы более-менее порядок. Не люблю, когда все навалено, накидано. Потому что когда вот порядок на столе, продуктивность возрастает. В общем, как-то так. Ладно, я это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте в Instagram 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.